Сейчас будет очень интересное видео, потому что много вопросов задаете, как крепить трессы в прическу, особенно если это высокий хвост, и как скрывать эти трессы, чтобы не было заметно, что мы что-то туда добавили. Так вот, смотрите внимательно, все расскажу по порядку. Итак, мы начинаем с вами с подготовки волос. Так как волосы не густые, нам их нужно прогофрировать, чтобы визуально добавить объема. Гофре с мелким зубом, тогда у нас рисунок будет практически невидимый. Я работаю только с натуральными прядями, но сегодня исключение, потому что клиентка моя постоянная модель, у нее только такие, поэтому она меня очень попросила сделать хвост именно с ними. Мы его не будем завивать, поэтому все будет в порядке. У тресс есть такие заколки, если их нет, то просто пользуйтесь невидимками. Я создала плотный начес у корня, обратите внимание, и креплю трессы зубчиками кверху, так как направление хвоста у нас будет вверх. Мы все волосы будем собирать наверх. Если бы это был низкий хвост, тогда мы крепили бы трессы обычным способом, то есть зубчики вниз. Оставила прядь примерно 2 см для того, чтобы закрыть эти трессы. Обратите внимание, как хорошо получилось. Я подначесала эту последнюю прядку и создала гладкий объем. У лица оставила пряди примерно по 5 см ширины для того, чтобы закрыть спереди точно так же, как и сзади эти трессы. И перекрыла резинку прядкой из волос. Я очень люблю этот гель сильной фиксации, использую его как клей для волос. Он мне нравится, прозрачный и супер сильный, его можно смыть только под душем. Я использую его для того, чтобы приклеить эту прядку волос, перекрыть резинку. И никакие шпильки, невидимки уже не использую, потому что он держит очень крепко. Вот какая финальная прическа у нас получилась. Это высокий хвост с добавлением искусственных тресс. Так как мы не завивали хвост, все в порядке, все хорошо. Видите, он абсолютно прямой. Единственное, что я сделала, это подначесала его сверху, для того, чтобы был объем на пудру, потому что искусственный волос очень скользкий. Да, его очень сложно начесать, но я уверена, что с пудрой у вас получится придать объема. Обязательно оставьте комментарий, как вам такой лайфхак с переворотом тресс. Если есть какие-то вопросы по поводу искусственных или натуральных волос, то я готова на них ответить в комментариях.